Мы привыкли думать, что великие войны решаются на полях сражений. Но одна из самых жестоких войн начала 20 века развернулась прямо на американской целине. Оружием служили не пушки, а тракторы, ставкой контроль над всем тракторным рынком. Победитель в ней определил, как будет выглядеть мир через 100 лет. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Пермяков, и это 11-й специальный выпуск серии «Про». В начале 20 века на американских фермах трудилось не менее 21 миллиона лошадей. Это была крупнейшая живая армия в мире. Она пахала, тащила, молотила, без выходных, без забастовок, без профсоюзов. Лошадь была главным производственным активом любого фермера. Его трактором и грузовиком одновременно. Первые тяговые машины появились еще в 1880-х годах. Огромные паровые чудовища весом в несколько десятков тонн, которые вязли в мягком грунте, пугали скот и пожирали все, что горит. Их покупали крупные агрохолдинги, которые могли позволить себе содержать обслуживающую бригаду и приличный запас угля. Обычный фермер из Айовы смотрел на это железное страшилище примерно как современный человек смотрит на частный вертолет. Теоретически штука полезная, но практически не для него. К 1910 году на рынке уже существовали несколько компаний, которые делали тракторы на керосине. Само слово «трактор», кстати, придумали специалисты из Hart-Par. До них машины называли газолиновыми тяговыми двигателями, что звучало так же неуклюже, как и выглядело. Кейс из Висконсина, Эйвери из Пиории – все они пытались сделать что-то похожее и продавать по цене от $1,500 до $2,500. По тем временам это примерно как небольшой дом, то есть инвестиция на десятилетия. Рынок был тихим, предсказуемым и вполне доходным. Несколько десятков производителей делили его без особых хлопот. Самым крупным игроком того времени была компания International Harvester, образованная слиянием нескольких сельскохозяйственных гигантов, в том числе и легендарного McCormick. У нее были деньги, патенты и такая доля в нише, что федеральное правительство несколько раз пыталось разобрать предприятие на части за монополизм, но безуспешно. И вот в этот уютный, немного сонный мир в 1917 году ворвался человек, который по чужим правилам играть не умел. К середине первого десятилетия 20 века Генри Форд был уже достаточно богатым и знаменитым. Модель Т сделала его настоящей легендой, человеком, который дал Америке автомобиль. Но Форду этого было мало. Он вырос на семейной ферме, где-то на краю Мичигана, и умел трудиться, как никто другой. Хотя физический труд, надо признаться, он порядком ненавидел. И чтобы хоть как-то облегчить работу на земле, он решил сделать свой собственный трактор. Такой же простой и дешевый, как и его автомобиль. Первый Фордсон сошел с конвейера в 1917 году. Он был гораздо легче конкурентов, не вязнул в грязи, не требовал специально обученного машиниста и запускался относительно легко. Первоначальная цена составила всего $750. Рынок буквально взорвался. Очереди из клиентов, паника конкурентов, письма в совет директоров International Harvester с вопросами о том, как это вообще возможно. При этом Генри Форд на тракторе не зарабатывал, или почти не зарабатывал. Фордсон был для него скорее политическим и маркетинговым инструментом одновременно. Возможные убытки от производства сельхозмашин покрывала прибыль от продажи автомобилей. Конкуренты такой роскоши не имели, им нужно было отрабатывать каждый вложенный цент. За первые 4 года Фордсон захватил около 70% рынка тракторов США, а International Harvester рухнул с 39% до примерно 20%. Это не доминирование, это буквально уничтожение соперников. Директор одной из компаний в те годы писал: «Форд не продает тракторы, он их раздает. Бороться с этим все равно, что тушить пожар керосином».
В начале 1920-х в штаб-квартире International Harvester настроения были, мягко говоря, тревожными. Компания теряла рынок с такой скоростью, что аналитики начали говорить о ее возможном банкротстве. И это о фирме с 30-летней историей, заводами по всей стране и выручкой, которая превышала бюджет некоторых государств. Но в обойме International Harvester нашелся инженер, который умел задавать правильные вопросы. Его звали Берт Бенджамин, и пока босс с дилерами соображали, что же делать, он отправился в путешествие по хозяйствам Среднего Запада. В разговорах с фермерами он выяснил то, что было очевидно любому, кто хоть немного работал на тракторе, но совершенно невидимо для тех, кто сидел в чикагском офисе. Фордсон умел пахать, да, но он не умел работать в междурядье. Кукуруза, хлопок, соя – все это растет рядами, и между этими рядами нужно ездить, не давя при этом растения. Фордсон же был слишком широким и неповоротливым и не умел менять колею. Фермер, который купил трактор Фордсон, все равно держал лошадь для междурядной обработки. Бенджамин понял, что не нужно делать трактор дешевле Фордсон. Нужно просто сделать трактор, который умеет то, чего Фордсон не сумеет никогда. В 1924 году International Harvester представила универсально пропашной трехколесный трактор Farmall Regular. Он был высоким, устойчивым и маневренным и мог проехать между рядами кукурузы и хлопка, не задевая стебли. Он мог культивировать, пахать, тащить и работать со специализированными навесными орудиями. Это был не просто новый трактор International Harvester, это была новая концепция. Одна универсальная машина сразу для всех операций. Но прежде чем компания успела насладиться своим новым трактором, разразилась настоящая тракторная резня. Вернемся чуть-чуть назад, в 1921. В Америке послевоенный экономический кризис, причем после войны, которая произошла в Европе. Цены на зерно рухнули, доходы фермеров приблизились к нулю, склады производителей забиты тракторами, которые никто не берет. И тут Генри Форд сделал то, из-за чего его конкуренты решили, что он сошел с ума. В январе 1922 года он снизил цену Фордсон с $625 до $395. Форд лично подтвердил журналистам, да, это значительно ниже себестоимости. Тракторы шли в убыток. Намеренно. Сейчас уничтожить всех конкурентов, в будущем восстановиться за счет продажи запчастей. Но и конкуренты эти, конечно же, посыпались. Первой пала фирма Samson, детище автомобильного гиганта General Motors. Зайдя в тракторный бизнес относительно недавно, в 1918, уже в 1922 она покинула нишу и переоборудовала свой завод в Джеймсвилле под сборку Chevrolet. Компания Avery из Пиории, один из старейших производителей, существовавших с 1870-х, не пережила сочетания ценовой войны и кризиса. Продажи рухнули, долги накопились, и в 1924 компания обанкротилась. Создатель первого большого одноосного трактора, компания Moline Universal, закрылась примерно в то же время. Ее нишевая концепция по сравнению с Фордсон оказалась слишком дорогой. Эмерсон Брентингхэм из Рокфорта ушел с молотка в 1928. А что International Harvester? Он тоже резал цены. Тяжелый Титан 1020 подешевел до $700. International 816 до 670. Одновременно с этим компания устраивала регулярные публичные соревнования тракторов на полях, вызывала Фордсон на дуэли и выигрывала, доказывая, что трактор Harvester за большие деньги делает и большую работу. Вызов Harvester гремел по всей стране, писали тогдашние газеты. Один большой игрок старался всех уничтожить, второй пытался публично его унизить. И пока они грызлись между собой, в стороне тихо окреп John Deere, сосредоточившись на качестве своих машин и развитии дилерской сети. Он методично поглощал ослабевших производителей, покупал их патенты и строил свою собственную империю.
По итогам железного передела из более чем 160 американских производителей тракторов, существовавших в начале 1920-х, в живых осталось менее 30. В 1928 году произошло событие, которое до сих пор озадачивает многих историков. Генри Форд объявил, что прекращает производство форсун в Соединенных Штатах. Без предупреждения, без объяснения причин, компания, которая контролировала 70% рынка меньше 10 лет назад, вышла из игры. Версий 2. Официально Ford переключил ресурсы на производство модели А, нового автомобиля, который должен был заменить устаревшую модель Т. Денег на два фронта просто не хватало. Неофициально, уже к 1927 году доля Форсун на рынке упала ниже 50%. Новый Farmall Regular откусывал куски с каждым сезоном, и Генри Форд понимал, что гонку он проигрывает. Уйти первым значит уйти красиво. При этом Ford сохранил производство в Европе, где продолжал продавать эти тракторы еще много лет. Последний Форсун вышел с завода в Англии в 1964 году. Американский рынок на уход Генри Форда отреагировал мгновенно. Уже в 1928 55% всех проданных в США тракторов имели логотип International Harvester. Это был триумф Farmall и новых моделей McCormick Dairying. Полный безоговорочный разгром. Пока американские производители воевали за фермеров Айовы и Техаса, на другом конце света молодое советское государство смотрело на эти тракторные войны с большим интересом. Без механизации сельского хозяйства индустриализация невозможна. Стране нужны тракторы, много тракторов и как можно скорее. В 1920-х СССР закупил у Ford более 25 тысяч тракторов Форсун. Одновременно с этим в 1924-м на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде начали сборку точной его копии под названием «Форзон Путиловец». Трактор печатали на плакатах, посвящали ему лозунги и слагали о нем стихи. Однако International Harvester настиг машину Форсун и здесь. Уже во второй половине десятилетия в страну стали поставляться тракторы McCormick Dairying 1530, а вскоре прибыл и целый завод. Речь идет о Сталинградском тракторном заводе, открытом в 1930 году. Он спроектирован и построен прямо в США, компанией Альберт Кан. Затем разобран, погружен на суда и собран заново на берегах Волги. Трактор, который с него сошел и получил название СХТЗ-1530, был точной копией американского McCormick Dairying 1530. И в итоге верх снова одержала машина International Harvester, в смысле СХТЗ, став первым массовым трактором СССР, разойдясь тиражом более 390 тысяч единиц. Описанные события – первая в истории война платформ. Это как Sega против Dendy или Apple против Android, но на 100 лет раньше. Форсун вышел на рынок с ценой ниже себестоимости, захватил огромную долю и надеялся на масштаб. International Harvester нашла ответ там, где его никто не искал, в разговоре с фермерами, обрабатывающими пропашные культуры. Однако, глядя на современные поля, как самостоятельного производителя мы не видим ни тех, ни других. Получается, что в итоге в этой войне победил Джон Дир. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться, написать, что вы об этом думаете. Всем счастья, радости, любви. Пока.